Мы в Самаре, друзья. И сразу же попали в дачную пробку на въезде. Сейчас воскресенье, 2 часа дня. Пока стоим, покажу один прикол. Вчера загрузил Самара достопримечательности в гугле. И самая первая достопримечательность, вот четко, Самара наверху. Большая мечеть в Самаре. Я так смотрю еще фотографию. Откуда? Думаю, что это, из Казани, что ли, мода пошла? Но сегодня утром большая мечеть в Самаре, 2Р, в Ираке. А в самой нашей Самаре никакой большой мечети, тем более с такой глобальной, конечно же, нет. На первом месте тогда Самарский зоопарк. Но мы решили вроде как поехать на набережную. А также есть улица Ленинградская, нам как ленинградцам обязательно нужно посетить. И бункер Сталина. Блин, у меня руки гуляют. Все. А пока что мы так и стоим в пробке. Мы тут немножко объехали, но на круг, я думаю, только дольше получилось. Потому что в итоге попали в тупик и сами себя перехитрили. Вот здесь местная джип-сафари. Люди теряют бампера и подвески, но делают свое грязное дело. Кстати, вот еще Мерседес с киргизскими номерами. Я давно такие номера не видел. Блин, здесь надо, в принципе, с камерой стоять. Но это будет не... Ох, как с поворотом. Но это будет немного подло. Толкнуть, что ли, его, бедняга. А вот там мужчина. Все, он что-то завис. А, не, вроде норм. Все, пошел. Не писают в море, мы знаем. Я уже догадался, что Самара это 63-й, 163-й. Да. И поэтому второй вопрос. Вы делаете это стоя или сидя? Как? Я... У меня ощущение, что это одинаковые дома, только правый подделан, а левый не очень. Может быть такое? Не, размер окон разный. Не знаю, в общем. В общем, из нашей поездки стало уже понятно, что А. Самара большая, Б. Самара современная, много новых высотных домов и старых высотных домов. И В. Придумайте сами. Еще прокомментирую, что вот так ездишь по городам и видишь, что какие-то рекламы повторяются. Вот, например, с Нагиевым МТС там, или канал Че решала сериал вообще конкретно просирает деньги на оффлайновую рекламу. Потом народ ездит по гастролям. Вера Брежнева вот здесь в Самаре. Какой-то стендап-шоу. Потом шоу группы Металлика. Ну вот как раз решала. Александр Васильев. Дворянский дом.
Тольятти. Современные тенденции моды. Ну вот, можно сходить. Или, например, Хакамада, если помните такого сейчас это политический труп, но лекции как бы она все равно читает, вот ездит в Самаре, ее, видимо, уважают. Вот, а мы подъезжаем к набережной, вот там внизу уже видно водичку. Ох, пошел, красавчик, давай. Через 600 метров поверните направо. Все-таки затормозил. Вот там вдалеке вода, и мы сейчас с удовольствием прогуляемся вдоль набережной. А еще мы мимо проезжали музей Космос. Он тут совсем рядом, поэтому, возможно, придется в него зайти. Ну и, конечно, Макдошка. Вот еще одна вывеска. Классический русский балет. А вообще, сегодня в Самаре погода действительно как в Испании. 28 градусов. Это пока что рекорд за весь наш отдых. Так что Самара самый курортный город России для нас пока что. Забыл сказать. Пока мы стояли в пробке, какой-то мужчина в соседней машине пытался с нами заговорить по-татарски. Возможно, увидел мечеть у нас висящую в салоне. Я там повесил мечеть. Но я ему так... Он что-то спросил, я ему так покачал головой. Дескать, то ли я не понимаю, то ли не хочу. Кто это такие? Здесь какой-то консилиум милиционеров. Даже снимать страшно. Ладно, все, конец связи. Навстречу нам шли спортсмены, какие-то бегуны. Ну и неудивительно, ибо вот что здесь проходило. 2000 участников на разные дистанции. Ну, мы опоздали, в общем. Но спортсмены тут еще остались. Там другие, там нормальные, а если нет, так и есть. Да вот самая прикольная инсталляция здесь. А он что делает? Валяется. Все, а этот устал. Устал ублажать женщин. Ладно. Ну вот, между прочим, памятник. Засекину. Ладно, пусть будет Засекин. Воды бы где-нибудь купить. Сейчас еще кое-что покажу. Здесь явно что-то было. Марафон. Что-то было и что-то закончилось. Палатки разбирают. Так, не снимаем, не снимаем. В общем, я понял, что Самара спортивный город. Вон, даже отдыхающие играют в волейбол. Мальчик лезет на канат. И там тоже.
Река вот мне подсказывает Волга. Что-то она затянулась уже, везде Волга. Полное ощущение курортного города. И как это сказать? Другого берега Волги не видно. Ты у меня сама спрашиваешь тогда. Мозг как так срабатывает, что там море. Прикольный вагончик у Палыча. Ну и очередные страдальческие фигуры, которые я сразу даже не заметил. Две скрестившие ноги, ну таких человеков с извращенными фигурами, склонились над планетой. Видимо, скорбно, потому что оба прижимают, как бы отворачивают лицо в сторону плеча. Дескать, что мы натворили. Или не знаю, или они спят. В общем, развивайте фантазию, друзья. Развивайте фантазию и не сутультесь. Даже над планетой. Что, дамы хотят даже сфотографироваться? Ну ладно. А тем временем детей отправляют в космос. Не могу не снять теплоходик вдалеке и спеть песенку. На теплоходе музыка играет, а я стою. Это очень... Ну, молодец. Сколько С ты лазерного вот с этого с точки. Сколько ты сбила игрушечек? 3. Молодец. Смотрите, вот есть такая... Вообще, как бы вам это объяснить? Тот или иной российский город, он в той или иной степени более креативный или нет. Ну, в каком-то городе больше совдепии, более